Машинки. Сериал для мальчиков. А во что будем играть сегодня? Похоже, сегодня снова играем в стройку. А какая машина нам понадобится? Много разных, но для начала бульдозер. Бульдозер всегда приезжает на строительную площадку раньше всех. Ведь он должен подготовить место для работы всех остальных машин. Бульдозер – самая могучая машина. У нее есть гусеницы, позволяющие пройти где угодно. И огромный отвал, которым он может убрать любое препятствие. А с чем еще может справиться бульдозер? Одному бульдозеру однажды удалось спасти целый город. Ой, бульдозеру надо спешить, а он такой медленный. Тогда пусть другие машинки придут к нему на помощь.
приезжаю. Ура! Теперь это бульдозер-герой. Ребята, хватит смотреть мультики! Айда на озеро купаться! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, а ведь не каждый может купить себе машину. Как же тогда добраться в нужное место? Специально для тех, у кого нет личных автомобилей, в городе работает общественный транспорт. Например, автобус. Автобус – очень большая машина. В ней может поместиться много людей. Проезд в автобусе платный. Можно заранее купить проездной на много поездок, а можно приобрести билет у кондуктора. Он следит за тем, чтобы в автобусе не было зайцев. Так называют тех, кто хочет проехать без билета. Городской автобус всегда ходит по определенному маршруту с частыми остановками, и водитель не может выбирать дорогу по своему усмотрению. А вот экскурсионный автобус возит туристов по всяким достопримечательностям, и он может менять свой маршрут. Главное, чтобы пассажирам было интересно. Они улетают, Прабу! А вот междугородный автобус, который возит пассажиров в другие города и даже в другие страны. Междугородный автобус в пути и днем, и ночью. Поэтому здесь есть специальные кресла, чтобы пассажиры могли спать. А еще туалет, телевизор, холодильник и много места для багажа.
Прабу, а давай я прокачу тебя на автобусе. Давай! Давно я на автобусе не катался. Ребята, нельзя все время сидеть и только и делать, что смотреть мультики. Ну хватит уже! Доставайте ваши игрушки! Давайте лучше играть! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, а что ты делаешь? Устанавливаю светофоры. А для чего нужен светофор? А как же иначе водители узнают, кому можно ехать, а кому нельзя? А пусть у кого машина больше, тот первым и едет. Ой-ой-ой, а как же светофор с этим всем справляется? А вот смотри. У светофора есть два главных сигнала – красный и зеленый. И если горит зеленый свет, значит можно смело ехать вперед, даже если у тебя самая маленькая в мире машинка. А если горит красный свет, значит надо дождаться зеленого, даже если ты за рулем самой большой машины. Ух ты! Значит, на дороге нет тех, кто главнее? Правильно! На дороге все равны, и большие, и маленькие. Все слушаются сигнала светофора. Машинки. Сериал для мальчиков. Коля, ты куда? Я еще очень люблю мороженое с вареньем. У меня же есть стружка шоколада. Коля, ты цел? Вот был бы холодильник на колесах, чтобы не бегать туда-сюда. Холодильник на колесах уже существует. Называется авторефрижератор. Как? Авторефрижератор. И что, там холодно, как в настоящем холодильнике? Даже больше. Иногда температура может доходить до минус 20 градусов по Цельсию. В фургоне есть холодильная установка, которая производит холод, а специально изготовленные стенки сохраняют его. Вот почему именно авторефрижератор. Авторефрижератор. Ну да.
Он развозит мороженое в магазины, чтобы оно не растаяло по дороге. Да, вот так денек у авторефрижератора. А что в нем еще можно возить, кроме мороженого? Мясо, молоко и многие другие продукты, которые от тепла могут испортиться. Даже бывают авторефрижераторы для перевозки арктических животных. Я знаю моржей. Они арктические животные. Без холода им не выжить. Директор зоопарка думает, что наш водитель хочет продать ему мороженое. Рупор возьмите! Он съел все мороженое. Как и мы. Вот какой полезный авторефрижератор. Ребята, спросите родителей, не слишком ли долго вы смотрите мультики? Может, вам пора во что-нибудь поиграть? Машинки. Сериал для мальчиков. Строительство города окончено. Пора перебираться в пригород. Но для этого нам понадобится проложить новую дорогу. А нам поможет с этим машина? Да, машина, которая укатывает новую ровную дорогу, называется каток.
Ну как же медленно он едет! Да, каток – самая медленная машина на свете. Ведь чтобы асфальт превратился в дорогу, его надо очень медленно утрамбовывать. Иногда каток даже пытается обогнать улитка. Когда медленно едешь, можно не торопясь рассмотреть все кругом. Если так медленно ехать, то и заснуть можно. Как здорово, что на свете есть такая медленная, но интересная машина. Каток. Спи, малыш. Завтра еще поиграем в машинки. Ребята,
Не забывайте, если вечером долго смотреть мультфильмы, то потом будет тяжело заснуть. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, почему так много машин? Это что, пробка? Да, Коля, чаще всего пробки образуются в час пик. А что такое час пик? Час пик – это время, когда движение в городе очень затруднено, потому что всем нужно куда-нибудь ехать одновременно, обычно на работу или с работы. Потому что все спешат одновременно. В час пик все движение в городе замедляется, выручает общественный транспорт, но не очень. Правильно, в метро же нет пробок. Транспортных нет, ведь количество поездов не меняется. Но людей в час пик все равно очень много. Но ведь музыканты опоздают на концерт. Час пик же. Ничего, у зрителей ведь тоже час пик. Прабу, смотри, пробка исчезла. Это потому, что час пик закончился. Теперь на улицах обычное движение. Но завтра час пик снова повторится. Машинки. Сериал для мальчиков. Коля, смотри, что я принес. Ух ты, какая классная. На такой, наверное, сам президент ездит. Только президент не может ездить сам. Он очень важная персона и ездит в президентском кортеже. Кортежем называют строй из нескольких автомобилей. Иногда машин может быть 20, а то и 30. Все они сопровождают президента. Для чего президенту так много машин? Ну, первые и последние машины с дорожной полицией. Они отвечают за безопасность движения. А в середине едет сам президент. А рядом машины охраны. А эти для чего? Спецназ, машина со спутниковой связью, машина радиоэлектронной разведки и скорая помощь. Много. Ага, а чтобы все работали слаженно, в каждой машине кортежа есть рация. Для кортежа есть заранее спланированный маршрут, от которого в целях безопасности нельзя отклоняться.
Когда я вырасту, тоже стану президентом. Эх, жаль, слонов в президенты не берут. Ребята, а вы знаете, что президент тоже очень любит смотреть мультфильмы? Но много мультфильмов смотреть нельзя, иначе на важные дела совсем не останется времени. Машинки. Сериал для мальчиков. Папа! Коля, ты в меня врезался. Правда здорово? Только если это игра. На настоящих машинах совсем не так весело попадать в аварии. Если ты попал в аварию, первым делом надо вызвать полицию. До приезда полиции нельзя уезжать с места аварии и убирать машину с дороги. Чтобы другие водители видели, что ты попал в аварию и никуда не едешь, ты должен включить аварийные сигналы и выставить знак аварийной остановки. Полицейский составляет протокол. Он записывает номера машин, информацию о водителях, кто в кого врезался и в каком положении стоят машины. Очень хорошо, если у аварии есть свидетели, и они могут сказать, кто был виноват в том, что машины столкнулись. Бывает
так, что машина не может сама уехать с места аварии. И что же теперь делать? Поможет эвакуатор. А что дальше? Что делать со сломанной машиной? Чинить. Но это уже совсем другая история. Я расскажу ее тебе в следующий раз. Не пропустить ни одной новой серии легко! Подписывайся на наш канал, показывай мультфильмы друзьям и пиши, что понравилось в серии.